Всем доброе утро. Распаковываем китайский спиннинг в кастинговом исполнении, вот в таком вот чехле. Спиннинг недорогой. Сейчас хочу распаковать и на водоеме попробовать немножко потестить его. Первое впечатление — это у меня первое такое бюджетное удилище в таком чехольчике. Удилище четырехчастное, travel версия. Вот. Ну, я его уже как бы дома распаковывал, смотрел, и я, конечно, впечатлен за эти деньги, которые за него просят. Это просто сказка, а не удилище. О, уже кто-то звонит. Ничего страшного. Вот 4 кармашка в чехле. Так, сейчас достанем и будем собирать. Что мне сразу бросилось в глаза? Это, ну, я вообще любитель рукояток Ева. Вот. Ручка такая, дизайн, конечно, выполнен, ну, как и у дорогих японских удилищ. Карбоновая вставка. И вот что бросилось в глаза, это вот метки, чтобы не путался, когда выставлял кольца в одну линию. Вот так вот это все делается. Раз. Крепления достаточно прочные, плотные. Я всегда думал, что четырехчастники, они как бы, ну, не знаю, как детская игрушка. А тем более за эти деньги. Удилище стоит там порядка $40. Вот. И это предсерийник. Фирма Ace Hawk, серия Voyager. Удилище до унции. Тест у него 7,28. Вот. Ну, я хочу сейчас побросать, посмотреть на его строй, как он ведет себя по джигу. То есть удилище 80-го размера. Вот. Как оно будет себя вести по джигу с берега. Сейчас установлю катушечку, пропущу шнур, ну и повешу там пару грузов, нижний, средний там, и верхний тест, ну и посмотрим, как оно себя ведет. Пока выключусь. Вот, привязал грузик практически по нижнему тесту, 7 грамм, заявлено у нас 6 грамм. Вот, катушечка стоит у меня Piscifan Thunder. Достаточно такая мощная катушка. Вот. Шнур Варивас 1,5 PE. Ну, пробуем. Бланк. Ну, бланк вообще не нагрузился, как бы, от нижнего теста. Абсолютно. Вот. Ну, сделаем такой небольшой, недалекий, так сказать, заброс. Посмотрим. Вот, ну, по кончику видно отрабатывает, но я вам скажу, что в руку очень здорово отдает. И здесь вот плиты лежат, за плитами не такое уж тут и твердое дно. То есть по чувствительности мне нравится. Ну, скажу так, что с нижним тестом, наверное, все-таки удилище не для этого. Немножко нужно груза добавить. Соответственно, и бросать смелее можно. Потому что бланк абсолютно не нагружается.
Сейчас заменим. Это у нас 7 грамм. Поставим мы, наверное, грамм 14 там. Где-то так. Так, это у нас десятка. Так, десятка. Поставим десятку. Пусть будет. 3 грамма добавим. Уже, я думаю, будет получше. Так, ну 10 грамм. Тоже внешне палка не грузится. Вот, ну, в руках чувствуется. Вот, 10 грамм уже полетело на порядок дальше. Ну, ребята, я скажу, что палка Travel никогда бы не сказал. Если бы вот так вот подошел со стороны сразу и посмотрел на это удилище, никогда бы в жизни не сказал, что это Travel. Обычно у меня складывалось мнение, что Travel и все они лапшеватые, такие вот, ну, не такого строя. Тут строй достаточно такой, ближе к фасту. Интересное удилище. Но чуйка, конечно, вот слышу, дно тут не твердое, дно мягковатое. Но слышу, как стучит. Это 10 грамм. Нижние границы теста. Вот, даже заскочила на плиту, сразу ощущение просто бомба. Почему я взял это удилище на тестирование? Ну, как бы всегда мне хотелось посмотреть на удилище travel версии. Стоит ли вообще его покупать, как для разъездных рыбалок где-нибудь на отдыхе. То есть это так, детская игрушка, побаловаться, или все-таки есть возможность ловить нормальным серьезным инструментом. Ну вот пока это удилище мне внушает доверие. Колечки здесь стоят китайские. Ну, собственно, вся фурнитура китайская. Бланк. Вот. Стоит здесь 8 колец на 80-м, ну, включая тюльпан. Колечки вот такие. Видно, не видно, не знаю. Я говорю, это не такой вот обзор, что, ну, это, то есть обзор на скорую руку, так назову его. Потому что, когда удилище ко мне попало, мне очень захотелось его потестировать. Вот, и быстренько на воду. Ну, ловил вот окушка. Окунь сейчас в игноре полностью. Ну, достал вот удилище, оно в рюкзак помещается, ну, немножко выглядывает из рюкзака. Ничего страшного, как бы. Взял его с собой и на скорую руку сейчас посмотрю, как и что. Ну вот 18 грамм. Вот уже бланк, видно, как немножко нагрузился. Это где-то получается, ну, грубо говоря, середина теста. Где-то так. Вот. Летит отлично.
и отрабатывает тоже. Вот такая вот, на мой взгляд, длинная рукоять под локоть. То есть вот мой локоть, и вылазит ручка за него. Я изначально думал, что мне это будет, критично мешать, как бы при забросе. Но так как удилище все-таки я располагаю ловить им джигом, не твичингом, абсолютно не мешает. Хотя я думаю, что если попробовать погонять воблера, я думаю, тоже не критично. Но если уже так по полному фэншую, то вот как раз на эту вот часть я бы укоротил палку. Производитель говорит, что как бы баланс тогда теряется. Я в палкостроении особо не разбираюсь. Но иногда бывает, заходишь в магазин, берешь удилище без катушки, без ничего, а у него просто кончик клюет вниз, и даже без катушки чувствуешь, как твоя кисть нагружается. Соответственно, это нужно подбирать катушку более тяжелого веса, чтобы балансировать снасть, и она не доставляла дискомфорт на рыбалке, не нагружала руки. Вот 18 грамм, как бы летит отлично. Это я не вкладываюсь в заброс. Просто сказка. К сожалению, на грузик рыба не клюет. Было бы. Я просто больших приманок с собой не брал. Я же говорю так. Просто первое впечатление. Я думал, что на этих весах будет палочка полапшеватее. Я честно говорю, удивляет. Китай удивляет. Не, чуйка просто бомба. Как там говорят, в руку, в пятку, в затылок. Вот где-то что-то, наверное, оно. Я всегда как считал, если удилище после 5-6 бросков не хочется выпускать из рук, то все-таки это то удилище, которым можно ловить. Вот бель даже стучит по грузику на проводке. И слышно, все слышно, передает сенсорика, просто бомба. Все поверхностно, все так вот как бы из чехла, поэтому строго не судите. Я сразу и эмоции передаю, и не знаю, может, кому информация будет полезна, может, нет. Ну что, повесим 28 грамм. Это верхняя граница заявленного теста. — 28 грамм. Нагрузилась, да, палочка. Нагрузилась уже еще больше. Я бы не сказал, что это критично. Хотя, в принципе, в кастинге оно так, наверное, и должно быть. Я не сильный мультовик. Только вот с того сезона начал более активнее заниматься кастинговой ловлей. Ловил рыбку. Нравится мне этот вид ловли. Он для души, конечно,
Наверное, даже поярче спиннинга будет. Вот. Есть свои плюсы, есть свои минусы. Ну, ушел от темы. В общем, бросаем верхнюю границу теста. Улетела. Отрабатывает. Ну, понятно, верхняя граница, тем более груз 28 грамм. Ну вот у меня есть Доджер с тестом 10.35 и в 79-м, ну та же, грубо говоря, 80-ка. Вот. Так вот, я почти не чувствую разницы. Вот. Ну, у Доджера более сухой бланк, как бы, как по мне. Но здесь тоже чуйка преобладает. Я думаю, что если ловить где на реке, то особой разницы не заметишь. Ну и вот единственное еще, что меня немножко смущает, что вот, ну, здесь вот камлевая часть, вот такая вот толщеная, это плюс. А вот где рукоять, вот под локоть, подлокотник, да, тут более тонкая. И ну, вот такое впечатление создается на забросе, что ну, боязнь сломать, вложиться в заброс. Вот. Ну, соответственно, я думаю, что еще рыбалка 2, все это протестируется уже в более таком интенсивном темпе. Вот. И посмотрим, как она на выживание, эта палка. Сложно сказать, как будет вязать рыбу. Но, опять же, повторюсь, удилище 4-частное. И строй, ну, я не видел такие. Я все представлял, что это 4-частное удилище. Ну, те, что я видел в магазинах раньше, да, китайские удилища, они были нечто похожее, что-то на нахлыст. Летает отлично, это при том, что я не вкладываюсь в заброс. Ну, да, подбросы 28 грамм не так уж и просто делать, но тем не менее. Сейчас поставим еще выше, немножко перегрузим его. Все-таки верхняя граница 28, это по голове, я так понимаю. Ну, у нас еще будет же стоять приманка, вот. И я думаю, не мелкая. Сейчас поставим самый большой груз, который у меня на данный момент есть в коробочке. Это 34 грамма. То есть верхний тест мы перегружаем еще на 6 грамм. Вот, 34 грамма. Как поведет себя китайская палочка. Сейчас посмотрим. Ребята, удилище 40 баксов стоит. Это, ну, я не знаю, при том, что тот же Доджер стоит, не знаю, долларов 130, наверное, вот, то на эти деньги можно купить 3 таких удилища с разным ростом, с разным тестом. Ну и, соответственно, рыбалка, ну, у кого какая, допустим, у кого бывает интенсивная, у кого соревнования там.
Вот. И особо не париться, не бояться сломать это удилище. Оно скоро выйдет в свет, пока еще оно в стадии еще подгонки. То есть производитель еще будет учитывать разные нюансы от тех людей, которые тестируют. Я же говорю, из меня тестировщик, так сказать, как школьник, вот, по кастинговому варианту. Но удилище меня просто внешне зацепило, я решил взять его, попробовать. 34 грамма, прекрасно летит. Но опять же, здесь плавный заброс. Ну, удилище не валится на проводке, абсолютно ничего. Да, еще бы был бы воблерочек со мной, можно было бы попробовать его потвичить. Но имеем, что имеем. Ну вот, я говорю, рукоятка абсолютно не мешает. Это, наверное, основная вещь, за которую я переживал. Ну вот, вложился в заброс, улетело, не знаю, метров, наверное, около 50. В общем, скажу так, кто собирается начинать кастинг или не уверен, стоит ли пробовать, вот. Или люди, которые хотят взять с собой хорошее удилище куда-нибудь на море, еще где половить, путешествия, вот. Это будет очень даже неплохой вариант за эти деньги. Полноценное, на мой взгляд, полноценное удилище. Все-таки китайское производство удилищ выросло в разы. Это не то, что было раньше, те же 5 лет назад. Да, строй, конечно, удилища. Не скажу, что чистый фаст. Все-таки присутствует в нем что-то такое вот. Ну, 34 грамма пуляю вообще без зазрения совести. Все, ребята, на скорую руку. Даже магниты особо тут не настраивал. Так, потому что скоро уже домой топать. Ну, первое тестирование, можно сказать, прошло. Я не разочарован в этом удилище. Поэтому до скорых встреч. Я думаю, еще одну рыбалочку проведу с этой палкой. Ну, уже попытаемся поймать рыбку. Пуляет просто бомба, катапульта.